Просыпаешься рано утром так в своей машине, берешь кружечку кофе, закуриваешь сигаретку, сидишь, размышляешь о сегодняшнем предстоящем дне, а мимо пролетает твой коллега, лесовозчик, кричит в рацию: «Здорово, ютубер! Смотрю твои видеоролики, я твой подписчик, классно снимаешь, удачи!» Ну, я ему отвечаю взаимностью. Вот такие моменты, друзья, нужно ценить в своей жизни. Всем привет, друзья, привет, YouTube, меня зовут Санек, и вы находитесь на канале Лесовозный рейс. Едем мы, уже едем, вот, и это самое главное, что мы едем, мы не стоим, надоело стоять, пошли рейсы. Едем мы на Кобру через зимовку, уже бортом проезжаем, поселок Бортом. Вот, снег вывалил, еще в предыдущем видеоролике вы видели, сколько навалило снега, у меня вот только стекло замерзло. Вот, вывалил снег, такая погодка у нас, конечно, стоит где-то в среднем минус 5, держится, то минус 3, то минус 7, по-разному. И трасса такая обледенелая немножко, все медленно едут, маленькие, большие. Ну хорошо, вот пескоструечки ходят, только что КДМочка мне навстречу встретилась, навстречу прошла, ту сторону он прошкребал, на поворотах, на подъемчиках немножко уже отсыпано. Вот, так что ехать можно, но вот в принципе километров, так в среднем мы 60 едем, 60 километров в час, нормальная скорость. Вот, трасса просто сама по себе такая, она такая городская, она вся в дырах, вся в ямах, вся кривая, вот, и не очень комфортно по ней ехать. Вот. Ладненько, едем на Кобру, написано Кобринская, но заезжать надо через зимовку. Сейчас посмотрим, узнаем. Я предполагаю, что это нужно через зимовку. По Зимовской через первую перемычку надо будет выезжать на Кузьёльскую, куда-то туда. Может быть, конечно, через вторую перемычку, хрен его знает. Ну, в общем, ребят, кто в лес не ездит, кто не в курсе, кто не знает, скажу так. Значит, в лесу дорог вот этих лесных, их по сути дела еще больше, чем, допустим, нормальных вот таких асфальтированных. Там вообще в лесу, там дорога на дороге, перекресток на перекрестке. Там действительно, если как бы не знаешь, там и заблудиться можно. Там налево, направо, подвороток, перекрестков. В общем, очень много, очень много. Вот, поэтому так. Да, друзья, кто не видел, кто не знает, в предыдущем видеоролике у меня была небольшая просьбочка к моим подписчикам, зрителям, кто меня смотрит. Вот, если мало ли кто-то пропустил или пролистал, не увидел. В общем, у меня там небольшая просьба в поисках одной вещи. Может, кто-то поможет мне найти. Перейдите, посмотрите видеоролик, там все объяснил, рассказал. Где-то примерно в середине там. Остановился, друзья, сейчас в туалет сходил. Серега Петруха меня обогнал, а он, оказывается, я с ЛПК выехал на объездную, в 3 часа ночи лег спать, а он, оказывается, выехал только в 5 утра с ЛПК, тоже на объездную лег спать, но в районе Эжвы, то есть он за мной всю дорогу ехал неподалеку. Ну, вот сейчас обогнал, где-то спереди идет, в общем, опять у нас получается рейс в паре. Так, стекло затягивает, снежок идет, стекло так залепляет. Еще и дворник перестал чистить нормально. Не нравится мне все это. Поворачиваем. Зимовка. Да, налево. Нам в лес направо. Говорят, машин хватает, да, вот на груженных 2 стоит и пустых перед нами 3, и это только на Бракерской. Там еще до Делянки сколько ехать, неизвестно. Но сейчас на Бракерскую сходим, уточним, узнаем, куда ехать. Здесь я не был тоже уже давно, последний раз был здесь, ребят, еще снег, по-моему, лежал, я с этой дороги заезжал. Так что да, давненько здесь не был.
Так, друзья, на улице потеплело немножко и стало скользко-скользко. Я сейчас остановился возле Бракерской и на ровном месте не смог тронуться. Качался, пока, короче, камушек, песочка под колесо не кинул, не мог тронуться. В общем, друзья, что могу сказать? Не помню, было ли у меня такое когда-то, но, по-моему, это самый длинный, короче, как сказать-то, самое длинное плечо, так сказать, от Бракерской. То есть от Бракерской заезжать в лес нам больше 100 километров сейчас, друзья. Очень далеко заезжать, больше сотки. Вот. Не помню такое, где такое было, где чтобы заезжали больше 100 километров. По-моему, такого еще у меня не было. Максимум я заезжал что-то 70-80, а тут 100 километров, ребята. Вот. Говорят, там еще где-то места плохие есть, мягкие. Вот. И все это осложняется тем, что стало скользко. Говорю, вот на улице, я не знаю, где-то минус 1 может быть, но очень близко к нулю. И скользковато, еле-еле тронулся сейчас. И машин, говорят, хватает. Сейчас на Бракерской, говорят, там какие-то машины ушли. Еще вчера утром уехали в лес. То есть сутки их уже нету, они сутки уже там. Вот, так что такие делишки. Ну что, мы тронулись. 100 километров пути до погрузки. Едем. Проблемы с обмерзающим стеклом. Я просто выключил печку, все повыключал полностью. Стекло замерзло и превратились в капли. Эти капли со временем обветрились. Теперь у меня стекло чистое. Вон, друзья, здесь какой-то экшен происходит. Ну, не прям, конечно, такой экшен. Но стоит трал и собирается куда-то вести погрузчик. Вот, а мы едем дальше. Проехали-то совсем чуть-чуть, еще только километров 20, наверное, из 100. Сейчас будет на 40 километрах первая поворот налево. Это первая перемычка, соединяющая, получается, Зимовскую, Кузьёльскую дорогу. С Кузьёльской мы на Кузьёльской поворачиваем направо и в сторону туда, в сторону Ношуля. Вот. И потом опять будет поворот налево в сторону Кобры. То есть проезжаем отворотку на Кобру, значит, вахту проезжаем. Ну, в общем, большой круг мы делаем. То есть если заехать бы вообще сейчас с Кузьёля напрямки, да, то есть перед Кайгородком, то мы бы сократили бы, наверное, километров, около 40, наверное, мы бы сократили. Первая лодка, это, блядь, с какой стороны, ребят, груженые, просто идем вот со стороны вахты. Пустые идем, от Бракерской первая лупим. Вижу. Да, ребят, тут экшен какой-то. Короче, что-то уж тут движение. Смотри, газуй, встал же, пропускает, ну. Движение как на МКАДе, ребят, что-то встречки, блин, друг за другом каждые 300 метров. Но мы вот в подъемчик небольшой идем еще и подбуксовываем чуть-чуть. Груженный встал, нас пропускает. Короче, встречки друг за другом идут каждые 300-500 метров. И мы уже вчетвером, получается, мы с Серегой перед нами Мазика догнали, и за нами еще где-то один пристроенный неподалеку едет. Вот, и где-то там кто-то ушел, короче, сейчас груженые выходили, так сказали, что где-то какой-то Вольвочка, кто-то с кем-то разъезжался, короче, стащило его немножко. Там сильно не торопитесь, грейдер поехал вытаскивать, километров через 5, там машинка, чуть-чуть сползла. Короче, ребят, сами слышали, не буду дублировать. Вот, где-то километров через 5, да, говорят. Давайте вперед. Мазик нас пропускает. Давай там пошире будет кармашек, да помедленнее что-то, блядь. Тут такие опасные обгоны, блядь, совершаете. Пропустил, где пошире будет. Рация на прием хуёво, да, блядь. Спереди, когда машина идет, как-то лучше слышно потом. Да, Серега его
его так обгонял сейчас, блин, не знаю, я бы так не стал, конечно, делать. Ну ладно, Сереге виднее. Дорога яйцом еще и скользкая. Вот. Рисковать не будем, подождем. Сейчас Мазик найдет пошире место и пропустит нас вперед. Давай вот здесь уходи, здесь очень широко. Все, пойдем вперед. По широкому. Что говорит, рация, говорит, ну сами, короче, слышали, ребят, рация на прием плохо работает, сзади ехать комфортней. Я тоже обычно так делаю, когда дороги не знаю или еще что-то, пропущу кого-нибудь вперед и сзади просто держусь и еду сзади. Так, вот Серега уже говорит, Сашок, не торопись. А пустого немножко уволокло. Ну вот такая зима, ребят, это просто с непривычки. Я еще торможу, меня еще складывает, блять. Вольвочка вот так. Да, некрасиво, конечно, он там так стоит, ребят. Нормально его так утащило. Блять, у него вообще целиком морда. Целиком вообще морда ушла. И вот, видите, разъезжаются, да, вот показываю живой пример. Вот что они стоят, вот этот, который с краюшку, он боится тронуться, потому что он под наклоном стоит, и у него жопу начало тащить. А вот там вот канава, ребят, вот там вот уже мягко, вот там. Подъехал еще один пустой, сейчас будет ему немножко помогать. Вот, но вот тот Вольвочка, конечно, сейчас попробуем вот так сделать. Зачитерим. Видите, как он улетел. Ну ничего, главное, что машина целая, главное, осталась. Сейчас его грейдер вытащит. Поедем дальше. Значит, друзья, вот этот Вольвик, который стоял, сейчас я его буду пробовать сдернуть. Рывком, надо только рывком. Попробую рывком дернуть его. У него канат, не трос. Я вот так на серединку встал, чтобы меня ни самого никуда не заволокло. Ровно по центру стою. Все, у нас уже нормально собралось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 машин уже стоим все на одном месте. Там вытаскивают, тут дергаемся. Ну ладно, сейчас будем пробовать. Сейчас он залезет, да. Да. Стащила конкретно. На цепи одевать, Серег. А? Цепи надо одевать. Думаю. 100 километров еще такой дороги, как ты думаешь? Ну да. Я одену цепи. Я тоже. Все, друзья, мы с Серегой решили зачитерить. Вот такие вот мы читеры. Такая вот у меня цепочка. В том году еще Леха покупал. Такая вот с шипами. Ну не елочкой, но с шипами. Вот, решили мы все-таки обуться. Потому что, посмотрев вот на этих вот ребят, просто разъезжались и все, и приехали. Вольвочка, которая первая в канаве, до канавы уже там совсем в канаве, сейчас сходим до нее. Вот. Серега. Серый, я бью рекорды по одеванию цепей. Бью рекорды по одеванию цепей. Все. А у Сереги не такая цепочка. А я еще одну цепочку снимал. Я 2 раза ее одевал и правильно одел. У Сереги обычное звено без шипов. У меня шипованное. Ну, видишь, как круто. А когда елочка была, помнишь? Елочки тоже крутые, да. Тяжелые. Елочки тяжелые, у елочки вот так получается он идет. Так елочкой они идут. И тоже с шипами. Вот они хорошо держат. Но эти тоже. Одно звено не смог затянуть. Да. Там затянул, здесь он Я в натяг еле-еле. Я пойду туда схожу, погляжу, что там грейдер делает. Ладно, пойдемте, ребят, сходим, посмотрим. Грейдер здесь, но грейдерист, короче, молоденький. Блин, первый день, говорит, он еле разворачивается. Разворачивался он сейчас на дороге 15 минут. А Вольвик у нас вот так, короче, друзья, прилип. Вот. Грейдер до песка снял дорогу, а там вот стоит рал груженный с погрузчиком, тяжелый. Сейчас он подъедет к нему, за жопу возьмет и будет пробовать вытаскивать.
Вот, ну а мы, наверное, поедем дальше. Что, от нас здесь толку нету. Грейдер здесь есть, трал груженный есть, так что от нас пустых толку нету. Цепочки мы с Серегой накинули, серые мы красавчики с тобой вообще. Да, Все без цепей, мы на цепях. И все, и тут они, я думаю, уже сами разберутся. Народу много, техника есть. Мы поедем, что тут стоять просто так. Погода, конечно, блядь, теплеет. Теплеет и снег валит, поэтому очень-очень скользко. Вот так вот. Уху. Нализано, очень сильно нализано. Пытаются уволивать, дернуть. Не пойдет, уже он слишком далеко много туда стоит. Давай еще разок попробуем. Не, даже пробовать не будут. Не будут они пробовать, ребят, потому что смысла нету. Смысла вообще нету никакого. Он уже много его туда уже стащило, поэтому так. Ну ничего, сейчас там разберутся. Трал есть, грейдер есть. Серега что-то там с своими ящиками, я не знаю, что он там уже 15 минут свой ящик закрывает. Сережа, а что с тобой случилось? Что-то с ним случилось. Я имею в виду с ящиком. Ну все, цепочки на месте. И уже более-менее поувереннее сейчас поедем. Все, подошли к первой перемычке. Тут их несколько, 3, по-моему, да, 3. Ну там последняя, там вообще там очень далеко. 40 километров прошли. Первая перемычка, значит, получается с Зимовской. Мы выходим сейчас на Кузьельскую. Перемычка не особо длинная, не знаю, километров может 10. И выйдем на Кузьельскую дорогу. Повернули. Такие вот, ребят, поля по обоим сторонам. Просто ни конца, ни края там не видать у этих полей. Выкашено все. Вот маленький кусочек леса. Такой. И дальше опять поля. Блин, что такое? Опять делянки. Вот эта вот делянка слева видно чуть посвежее. Вот это чуть постарее, уже проросшая такая. Реденькие елочки стоят. Прорастают. Смешанный лес. Вот, но эта делянка видно чищенная. То есть нету ни всяких ни остатков, ни корней, ничего. Она почищенная. Такая вот. Вот эта делянка еще не чищенная. То есть видно, вот лежат остатки, ветки всякие, там, корешки. Вот, потом опять идет вот такой кусочек леса. Метров 100. И дальше опять у нас поля. Очень сильно трясет, ребят, извиняюсь за качество съемки. Вот, еще слышно там цепочка у меня бряк. Тогда мы все по перемычке пока идем. Да, уже к вахте подходим. Дорога местами совсем узкая. То есть, ну, вот она видно поднятая, отсыпанная дорога. Но она в некоторых местах слишком узкая. Даже летом по ней ездил, так тоже узкая оказалась. А сейчас еще и зимой вообще непонятно там, где у нее край. И ничего, посередине едешь и нормально. Зимовская, скользкая, пиздец. Ну, сказали, бля, пока покажу спойно. КДМочка идет. Пескоструечка. Ты хоть цепи одели, бля. Стоим, выпускаем груженого. Груженый мазик, он прет. Там узко, настил узко до следующего перекрестка. Стоим его, выпускаем. Я тут совсем недалеко осталось, там вот сейчас получается через километрик, наверное, поворот налево. Там еще километров 7, максимум 10 и вахта. И где-то за вахтой грузят там Комское лесничество.
регулировщиком тоже. Серега газует. Ладно, все, заходим. И наконец-то мы доехали до погрузки, друзья. Вот стоит трелевочник, видим. Там, в общем, там две машины, я так понял. Одну грузят, уже стоит. Сейчас его будут вытаскивают трактором, бульдозером. А вторая на развороте провалилась. Он сейчас вытащит сначала, получается, одну. Потом поедет, вытащит, которого на разворот. Ну, тут все рядом, где-то разворот, тут метров 100, тут 7, ну, возле дороги прям пилят. Вот, и потом уже мы по очереди, в общем, круг, вот здесь, если вот прямо по этой дороге ехать, то есть вот оттуда мы сзади приехали, если туда ехать, до Кузьёля тут остается, ребят, километров 40, наверное. Вот, но мы приехали с зимовки, поэтому у нас получился круг в 100 километров. Почему? Потому что где-то вот там, вот неподалеку, сломанный мостик. Вот, сломанный мостик, поэтому заезжают все по кругу. Мостик сделают, наверное, когда-нибудь. И будем заезжать напрямки. Ну, в принципе, нам на руку. Плечо увеличилось, плечо стало побольше. У нас тут плечо получается порядка где-то 300 километров. Нормально тоже по денежке, хорошо по зарплате выйдет. Поэтому, ну и дорожка хорошая, сами видели. Скользко, правда, но ехать можно. Короче, ребята, Серега меня позвал на чай. Берем кругаль, берем шанишки. Короче, он вот туда, вот в конец ездил разворачиваться, вон там тот бунт, заехал зачем-то туда. Я у бульдозериста спросил, я говорю, а что вот здесь, говорю, нельзя что ли развернуться? Он говорит, ну сможешь, развернись. Я говорю, да елки-палки, тут вагон с лесом можно развернуть. Короче, Серега был спереди, теперь он оказался сзади, потому что он разворачивался вот там, а я развернулся вот здесь. Че, Серега, я же тебе сказал, я первый в очереди. Я же тебе сразу не отрицаю, сказал, не вопрос, Саша. Че, чайничек врубил? Шанишка у меня есть. У тебя что там, кофеек? Кофеек есть. Давай, отличненько. Вот такие. Слушай, классные Ева коврики, да? Ева коврики лежат, но на Ева ковриках лежат еще тряпки, чтобы Ева коврики не пачкать. Сидим, ждем очередь, налили кофеечек. Серега вон форсаж включил. Сидим, смотрим форсаж. Стекла запотели, как у алкашей, бля. Ладно, две машинки перед нами грузится. Две машинки сейчас там быстренько грузятся. Потом мы заезжаем под погрузочку. Так что такие дела, пьем чай, чаек, кофеек. Юра, ты там булок набрал, ты куда столько? Че, где две сосиски, две шанишки? Слушай, дай мне одну сосиску, а? Так, ну что, друзья, на повестке дня у нас вот эта вот штуковина. Ну, я надеюсь, слышно ведь, да? Как она шипит. В общем, внутреннее колесо у меня уже пустое почти. А все дело в том, что его сломало, да, шланчик. Ребят, никогда не ставьте вот такие мягкие шланги. Я Лехе говорил, я говорю, Леха, давай не будем ставить. Нет, надо поставить. И вот сейчас из этого шланга мне, блядь, придется заниматься сексом вот с этим вот колесом. Короче, сейчас загрузимся, потому что первую пачку впереди идущей машины уже загрузили. Сейчас меня загрузят, выйду на основную, поддомкрачусь. Нужно снять одно вот это колесо. Значит, сниму колесо, уберу этот шланг и поставлю обычный золотник с ниппелем и накачаю. Господи, слава богу, что не прокол, а думал прокол, хоть запаску снимать не придется. Ладненько, пойду у Сереги спрошу, у него ниппелек с золотничком должен быть. У меня, потому что, по-моему, нету. Хотя, в принципе, даже есть, наверное, да. Надо искать. Должен где-то быть. Сейчас у Сережки спросим. Короче, метет снег. Выехал Серега, помогает мне, что-то я подзапыхался. Короче, я задомкратил ее уже. Сейчас надо открутить все гайки, отодвинуть колесо, открутить старый шланчик и просто накачать его и собрать все обратно. Ну, даже колесо полностью снимать не надо, только отодвинуть немного. Вот. Ладно, крутим гайки. Короче, не получается у нас снять внутреннее колесо. Короче, пришел конец барабану, диску точнее. Ну, барабан тоже, короче, конец. И шпильки сожрала вот таким вот образом. Сожрала шпильки. Все причем. Вот, ну, я думаю, что и барабан будет под замену. Точнее, ну, тормозной барабан.
диск, шпильки все под замену. В общем, не остается у нас больше выбора, как собрать все это обратно и ехать с спущенным колесом. Мы уже сколько и мучаемся, и стучали, и обстукивали. Не можем мы, короче, снять это колесо. Вот. Ставим, короче, обратно, собираем, скручиваем и потихонечку едем так. Думаю, ничего с ним страшного не будет, потому что наружнее закручено. Ну, вариантов других нет. Да, в принципе, что? 100 с лишним тысяч пробега колесу. Ничего страшного, я думаю, не новое. Так, друзья, дело такое. Поставили мы все это хозяйство обратно по причине того, что не смогли в итоге мы снять внутреннее колесо. Ну, только одно плохо, то что они задевают. В общем, они задевают друг друга. Вот, но диск внутренний внутреннего колеса лопнул не сейчас, судя по тому, как его разбило, он лопнул уже, блин, ну несколько тысяч назад. То есть шпильки там подразбило. Короче, поеду так, никуда с этим ничего не сделать, не смогли мы снять. Все, обвязочки я кинул. Вот, мои обвязочки на месте. Сережка кидает все обвязки. Вот ящик, что он там закрыть не мог, никак ящик. Так, ну все, друзья, мы тронулись. Снег метет нормально. Я не знаю почему, но камера не передает. Но снег метет так хорошо. Короче, дорогу видите, да, как замело, заметает дорогу. Ладно, тронулись, едем на спущенном колесе, деваться некуда, выбора нету. Надеюсь, с ним ничего не станет. Вот перетрется, наверное, немного. Наверное, даже не немного. Блин, друзья, движение как на МКАДе, встречка за встречкой. Я не знаю, карманов мало. И все они под склон. Блин, так, блин, даже опасно разъезжаться. Таскает, так будь здоров. На улице опять теплеет. И скользко, хоть даже и снег валит. Ну, потихонечку так карабкаемся, идем. Вот, сейчас дорога должна пошире пойти. Вот последний участок узкий, потом пошире и пойдет, и потом такая узкая останется перемычка и все. Ну вот мы уже на Т-образном. Все, мы сейчас налево поворачиваем. Да, поворачиваем налево сейчас и до Кузьёльской. Более-менее нормальная дорога, кармашки есть. Так, сюда поворачиваем. Костру сейчас прошел навстречу, но пустой, уже съездил где-то там отсыпал. Вот, а толку сыпать, ребят, идет снег. Снег идет, причем не слабый. Блять, затаскивает меня. Что подтащило так. Снег идет нормально. Я не знаю, только правда камера вот почему-то не передает, но снег валит. Но по дороге видно, да, что она засыпана. Хотя ее недавно чистили. Все едут и едут. Ой, бля, как скользко. Кто-то вон, ребят, следы, смотрите, кто-то вон туда вон залетел. О, кто-то вон. Туда он ушел кто-то. Два красных МАЗика по перемычке груженные. Второй крутой поворот прошли. Стоим, ждем. Вооруженный с пустым, там где-то встретились опять в каком-то неудобном месте. Сейчас еще одна машина не упала. Что-то говорят, вроде та Volvo, которая пустая, она до сих пор в кювете, в канаве. Сейчас доедем, посмотрим.
По-моему, ее пытались дернуть и в итоге затолкали ее совсем туда, вниз. Друзья, вот еще один слетел. Наконец-то мы, друзья, добрались до Брагинской. 100 километров пройдено от Белянки. Вот. Впереди идущий Олег, там документы сейчас ему выписывают, потом нам. Ну а мы пойдем пока снимать цепочки. Сейчас снимем цепочки, уберем на место, выпишем документы и, наверное, сядем покушаем. Последний раз кушал утром, хоть бич-пакетики заварить, кофейку попить с печенюшками. Очередной ужин у нас пришел. Сколько у нас время-то вообще? 21:44. Мы кушали только утром. Сейчас он бич-пакетики, тушеночку. Серега уже сидит, наяривает вовсю. Короче, бич-пакетики, тушеночку, хлебушек, кофеечку налили. Сейчас перекусим и стартуем уже наконец-таки до города. Будем... Короче, где мы там? На ЛПК. Выписали документы, все нормально. Вот. Мало, правда, взял. 28 что-то кубов, 6 рублей вышло. То же самое, 28. То же самое. Ну и тот рейс, короче, съездили тоже по 28 привезли. Ладно, что, приятного аппетита нам, пора трапезничать. Ну все, друзья, мы покушали. Осталось доехать до города, выгрузиться и можно ехать домой. Завтра у меня предстоит ремонт. Мне нужно будет снимать задние колеса с барабаном. Ну, все, что, короче, сегодня вы увидели, все, что у меня было сломано. Вот. Ну, на сегодня это все. Видеоролик подошел к концу. Всем, кто смотрел видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Всем, кто сейчас кушал, всем приятного аппетита. Всем до встречи. Всем пока.